Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о Филиппе Киркорове, Николае Баскове и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. 2 дня назад в чрезвычайную ситуацию с печальными последствиями попали два известных артиста – Филипп Бедросович Киркоров и Николай Викторович Басков. Артистов часто приглашают на корпоративные концерты, и это является основным источником дохода эстрадных исполнителей. Однако на этот раз произошла трагическая ситуация. Музыкальный директор Николая Баскова и Филиппа Киркорова невнимательно отнесся к корпоративному концерту, и известные артисты оказались в гостях не у московской ювелирной фирмы, как предполагалось ранее, а у крупной ОПГ города Москвы под названием «Братская», которая работает до сих пор. По данным СМИ, Киркоров и Басков сразу поняли, что произошло непредвиденное событие, однако что-то изменить было уже поздно. Телохранители артистов были обезврежены, и Филиппу Бедросовичу и Николаю Баскову пришлось выходить на сцену. Однако артисты допустили еще одну фатальную ошибку. Они появились на музыкальном подиуме в весьма оригинальных нарядах. Филипп Бедросович в костюме сказочного петуха с перьями, а Николай Викторович в наряде белого зайчика. У эстрадных исполнителей не оставалось выбора, так как других сценических костюмов просто не было под рукой. Ребята из братской ОПГ встретили свистом известных артистов, отказались платить им деньги и заставили исполнять песни криминального характера, такие как «Мурка», «Жиган Лимон», «Человек в телогрейке» и многие другие. Однако самое непредвиденное обстоятельство произошло в конце выступления. Члены ОПГ, которые употребляли алкоголь, потащили истошно кричащего Филиппа Бедросовича в одну комнату, а Николая Викторовича в костюме белого зайчика в другую. К счастью, музыкальный директор эстрадных исполнителей смог связаться со службами спецназа и полиции, и Филиппа Киркорова и Николая Баскова выручили из беды. Однако, судя по комментариям Николая Викторовича, самое страшное все-таки произошло. Николай Викторович заявил, что его мужское достоинство полностью растоптано, и он не знает, как жить дальше. К слову сказать, это уже не первый случай, когда известные артисты по причине своей невнимательности и доверчивости становятся жертвами чрезвычайных ситуаций. За последний год в подобном положении оказывались Николай Цискоридзе и певица Алсу. Но и по традиции последние новости о работе антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Очень приятная новость. Заместитель организации Никита Александрович Малинин почувствовал себя лучше и через 2 дня будет выписан из больницы. Однако другой заместитель Александр Юрьевич Домогаров по-прежнему находится в медицинском учреждении. Напомним, что некоторое время назад артист перенес ишемический инсульт. На данный момент несколько членов комитета во главе с Александром Розенбаумом находятся в городе Люберцы для открытия филиала антикоррупционной организации. Очень много вопросов поступает о Вячеславе Добрынине. Напомним, что Вячеслав Григорьевич 2 недели назад был выписан из больницы. Его состояние здоровья хорошее, и на данный момент он работает в антикоррупционном комитете.